Всем привет! С вами инженер-электрик Якимов Игорь. Сегодня на обзоре трехфазное реле напряжения B380V от компании Росток Электро. Оно предназначено для защиты бытового и промышленного оборудования от перепадов напряжения трехфазной сети, а также пропадания напряжения по любой фазе, асимметрии фаз и нарушения последовательности фаз. Обычно оно используется для управления нагрузкой вместе с контактором. Максимальный ток управляющих контактов 10 ампер. Но в некоторых схемах возможно его применение и без контактора, но об этом позже. Рабочее напряжение реле до 400 вольт, скорость срабатывания 0,02 секунды, гарантия на прибор 5 лет. Произведено в России. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Буду благодарен вам за лайки и репосты. При подаче напряжения прибор анализирует все три фазы одновременно и отображает напряжение фаз на дисплее по очереди. Спустя время задержки, заданное в настройках, нагрузка включается, зеленый индикатор загорается. Я поднимаю напряжение на одной фазе, и защита срабатывает. Контакты реле выключают нагрузку, и загорается индикатор аварии. На дисплее мы видим, что мигает третья фаза. Из-за нее у нас отключение. Также мы видим, какое напряжение в данный момент по фазам. Возвращаю напряжение. Реле отрабатывает время задержки включения, и нагрузка включается. Вот я понижаю напряжение по одной фазе. Опять выключается нагрузка. У нас загорается красный индикатор аварии. И мигает третья фаза, показывая, что авария из-за третьей фазы. Вот я вернул напряжение на место. Сейчас проверим работу реле по асимметрии фаз. Я выставил уровень асимметрии 20 вольт. Уменьшаем напряжение. У нас загорелся индикатор аварии. И хотя напряжение на третьей фазе пониженное, оно у нас не мигает, так как срабатывание произошло из-за асимметрии фаз. Возвращаем. И у нас реле включило нагрузку. Также можно контролировать и последовательность фаз. Все это задается настройками прибора, которые мы разберем чуть позже. Реле поставляется в такой красивой упаковке. Основные характеристики можно найти на ней. Открываем. Это паспорт прибору. На нем все написано подробно на русском языке. Полиграфия довольно приятная. Защита по верхнему пределу напряжения 0,02 секунды. Защита по нижнему двухступенчатая. Если просадка напряжения выше 120 вольт, то нагрузка отключается за заданный интервал от 1 до 30 секунд. Если менее, то через 0,02 секунды. Корпус реле довольно аккуратный. Надписи сделаны лазерной гравировкой, так что не сотрутся. Все стыки плотно подогнаны, ничего не скрипит. Устанавливается на стандартную DIN-рейку и занимает 2 посадочных места. Подключается реле трехфазной сети через такой клеммник. Сюда подключается 0, а сюда 3 фазы. Снизу выходы управляющего контакта. Как подключаются контакты, указано здесь. Сечение проводов в инструкции не указано. Но лучше более 2,5 мм квадратных не использовать. Реле устанавливается в местах, не подверженных воздействию влаги и агрессивных сред. Корректная работа обеспечена при температурах от минус 25 до 50 градусов и влажности до 80%. Подключение реле к нагрузке через контактор показано на схеме. Как работает схема? Реле напряжения управляет обмоткой контактора, а уже контактор управляет нагрузкой. При подключении схемы реле напряжения тестирует сеть. Если параметры сети в пределах нормы,
что реле подает напряжение на обмотку контактора, и зеленая лампочка загорается. Через силовые контакты контактора трехфазное напряжение попадает на нагрузку. При срабатывании защиты реле отключает обмотку контактора, а он отключает нагрузку. Отсчитывается время для повторного включения. Если напряжение восстановилось, то реле включает нагрузку. Если нет, то ожидание восстановления сети продолжается. Есть один лайфхак. Для защиты некоторых приборов нет необходимости применять контактор, если есть возможность вмешаться в схему прибора. Например, нереверсивная и реверсивная схема управления двигателя имеет свои пускатели. И для защиты двигателя достаточно контакт реле напряжения подключить последовательно с кнопкой «Стоп». Но для этого нужно понимать устройство прибора на продвинутом уровне. Для предварительной настройки данного реле не обязательно подключать его в трехфазную цепь. Достаточно подать напряжение 220 вольт на нулевую и любую фазную клеммы. Рассмотрим его настройки. Кнопками вверх-вниз осуществляем регулировки, а кнопкой S выбор параметров. Все установленные значения запоминаются в энергонезависимой памяти прибора. Нажимаем клавишу S и входим в меню. Вначале настраиваем верхний уровень напряжения. Нажимаем. Здесь настраиваем нижний уровень напряжения. Далее настраиваем гистерезис. Это разница напряжения выключения и включения реле. По умолчанию 3 вольта. Затем время задержки при срабатывании по напряжению. Задержка регулируется от 5 до 600 секунд шагом 5 секунд. Для обычных потребителей я устанавливаю 30 секунд. Для компрессорного оборудования, такие как холодильники и кондиционеры, 300 секунд. Далее задержка отключения по нижнему пределу, если провал напряжения не достигает 120 вольт. Оно от 1 до 30 секунд, по умолчанию 5 секунд. Затем настраиваем уровень защиты по асимметрии фаз, то есть насколько могут отличаться напряжения на разных фазах. Его можно регулировать от 10 до 80 вольт. По умолчанию 30 вольт. Эта настройка нужна для тех потребителей, для которых разбалансировка напряжений по фазам критична. Эту настройку можно отключить. Далее можем задать время задержки при срабатывании на асимметрию фаз. Оставляю 5 секунд. Настройку по умолчанию. Далее мы можем включить и выключить контроль чередования фаз. Это особенно актуально для асинхронных двигателей. При смене направления чередования фаз двигатели будут вращаться в другую сторону. Этот контроль можно отключить. Заодно отключается контроль углов между фазами. Даже если вы на все 3 входа реле подключите одну фазу, реле это не заметит. Далее выбираем источник питания со стандартной частотой 50 Гц или плавающей частотой. Это позволит реле работать с источниками напряжения нестабильной частоты, такими как генераторы. При включении режима с плавающей частотой можно добавить задержку отключения. Далее настраивается яркость индикатора. По умолчанию 7. Я его оставляю. Следующим шагом можно включить и отключить автоблокировку кнопок через 30 секунд после настройки. Принудительный выход из блокировки, длительное удержание кнопки вверх. Далее журнал срабатывания защиты. До 26 срабатываний. Далее запись начинает опять с первой ячейки. И последний пункт – сброс на заводские настройки. При этом нужно удерживать кнопку вниз, но я этого делать не буду. Данное реле напряжения от Росток Электро подойдет для любых трехфазных щитов для управления через контактор или без него через автоматику. Оно имеет хорошие технические характеристики и занимает мало места в щите.
Радует и гарантия 5 лет, что подчеркивает его надежность. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. Расскажите, как вы использовали подобные реле у себя на практике. Ссылку на магазин, где я заказывал это реле, я оставлю в описании. Поделитесь видео с теми, кому защита трехфазных сетей актуальна. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Ставьте лайк и до встречи в новых и старых видео.